Глава 156. Хуачен мрачным тоном ответил: «Нет. Это мир людей». И в самом деле мир людей. На стене теснились друг к другу домики, деревья, люди. Вот только все это поглотило бескрайнее море огня и лавы. Размытые красные мазки, которые увидел Селянь, являли собой цвета пламени. Дома и деревья горели, люди, охваченные огнем, кричали. Исказившиеся лица изображались настолько живо, что Селянь почти слышал жуткие стенания. В центре картины возвышалась ярко-красная гора, подобная раскаленной до красна огромной печи, чей вид наводил ужас. И все пламя, все потоки лавы извергались прямо из ее жерла. Селянь спросил: «Картина означает, что извержение вулкана погубило государство Уюн, Хуачен, да?» И нет. Селянь понял. Не совсем так. Потому что это сон. Страшное зрелище внизу, должно быть, изображало сон наследного принца. Принца Уюна и его 4 божеств-покровителей окружал золотой свет, а значит, на тот момент они уже вознеслись. И принца мучил кошмарный сон, поэтому содержание этого сна изображалось цветами и линиями более иллюзорными, нежели реальность. Некоторые небожители, чьи магические силы достигли невиданной мощи, обладают редким даром предугадывать будущее во снах, улавливая малейшие знаки в настоящем. Иными словами, они видят вещие сны. Как узнать, стал ли сон его высочества явью? И действительно ли государство Уюн погибло именно так? Поразмыслив, Селянь заключил: кто-то наверняка хочет нам что-то рассказать. История на этой картине, должно быть, является продолжением сюжета прошлой. Думаю, когда мы в конце концов достигнем медной печи, получим ответы на многие вопросы. Тем временем Лин Вэнь, посмотрев за окно храма, подала голос: «Господа, должна спросить вас кое о чем». «Вам это не кажется странным?» Пэймин спросил: «Что именно, Лин Вэнь?» «Не знаю, померещилось ли мне, но, кажется, скалы по обеим сторонам ущелья раньше располагались не так близко». Остальные все как один повернулись и посмотрели в окно. В самом деле, когда они только вошли в храм, стены ущелья находились примерно на расстоянии чжана от окон. Но сейчас они оказались ближе, будто храм стоял к стене вплотную. Селянь было подошел взглянуть, в чем дело, но тут услышал треск и хруст, словно дерево и земля, кирпичи и камни подверглись сильнейшему давлению. Это не укрылось ни от кого. Что происходит? Вымощенный плиткой пол под ногами задрожал, как и потолок над головой, с которого посыпались мелкие камешки и пыль. Пэймин, землетрясение, едва он это сказал, как на стенах от давления появилось несколько пугающих морщин. Селянь воскликнул: «Это не землетрясение. Это каменные стены ущелья начали сжиматься, сдавливая храм Уюна». На объяснение времени не оставалось. Принц выкрикнул: «Бежим!», но напоминания и не потребовалось. Пэймин уже пробил пинком стену, освобождая проход. Остальные выбежали через дыру и бросились во всю прыть, однако перед ними простерлась огромная территория храма Уюна. За главным залом шли пристройки, небольшие залы, комнаты для возжигания благовоний и монашеские кельи. Поэтому им так и приходилось бежать, то и дело прошибая стены. В такой момент способ перемещения, которым пользовались боги войны, поистине оказался немалым подспорьем. Но стоило им пройти сквозь 2 небольших зала, крышу пробил булыжник размером с полчеловека, который свалился прямо у ног Селяня. Булыжник сорвался со стен ущелья, послышался непрерывный грохот, сверху посыпались еще камни. Большие, как чины с водой, обломки пробивали целые участки крыши, маленькие же, размером с человеческую голову, также с немалой силой падали на людей. К счастью, кровля храма все-таки задерживала падение, а каждый присутствующий обладал достаточной ловкостью, чтобы вовремя увернуться. Только Хуачен выглядел спокойнее всех. Петляя на бегу, Селянь вдруг услышал его голос: «ГГ, изволишь?» Обернувшись, принц увидел в шаге от себя Хуачена, который шествовал уверенной поступью, но при этом словно летел по воздуху. В какой-то момент в его руках возник красный зонт. Теперь Хуачен стоял под зонтом и, улыбаясь, смотрел на Селяня. Камни ударялись о поверхность зонта, но Хуачен,
держа его одной рукой, даже не покачнулся, Селянь немедля спрятался под зонтом. Ох, как же опасно! И как хорошо, что рядом Сань Лан. Хуачен усмехнулся и заботливо наклонил зонт в сторону принца. «Подойди поближе». Пусть момент был совершенно неподходящий, но Селянь ощутил, как дрогнуло сердце. «Ты не устанешь, если будешь так держать зонт?» «Может, я помогу тебе», остальные бежали сломя голову, спасаясь от стен и уворачиваясь от камней. А видя довольные лица этих двоих, стерпеть не смогли и закричали: «Эй! Как-то не очень честно получается, градоначальник Хуа, могу я спросить, нет ли у вас лишнего зонта, нельзя ли потесниться, чтобы спрятаться под ним всем вместе?» Хуа Чен с фальшивой улыбкой ответил: «Нет. Нельзя». Селяню стало неловко от их протестующих воплей, поэтому он воскликнул: «Какие чудные скалы!» и попытался выбежать из-под защиты. Однако Хуачен незаметно удержал принца и спокойно объяснил: «ГГ, ты совершенно прав. Скалы действительно чудные, от слова «чудище». На горе Тунлу располагается 3 огромных горных пика, которые называются старость, болезнь и смерть. С виду они ничем не отличаются от обыкновенных гор, но в пределах горы Тунлу способны передвигаться по своему усмотрению. Кто-то даже считает их здешними ориентирами. Сверху сыпались камни, под зонтом же царила полная идиллия. Селянь воскликнул: «Вот оно что!» И та скала, что встала на нашем пути, когда Жунгуан притворился демоном острого лезвия, была одним из 3 горных чудищ, Линвэнь, которую так и подбрасывала на плече Пэйсу, с трудом пыталась присоединиться к разговору. Теперь понятно, почему для храма выбрали столь странное расположение в центре ущелья. Боюсь, первоначально оно было совсем другим, но 2 горных чудища зажали его между собой. Селянь спросил: «Вот только». Фраза гласит: рождение, старость, болезнь и смерть. Раз есть старость, болезнь и смерть, то где же рождение? Хуачен ответил: «Сожалею, но рождения нет. По крайней мере, я его не встречал». Значит ли это, что нет и шансов на выживание? Поистине жестоко, неожиданно Баньюэ воскликнула: «Стены все смыкаются». Когда они только вошли в ущелье, в ширину горная тропа была больше 10 чжанов, и по мере продвижения к храму Уюна она сужалась, становясь менее 10 чжанов. Теперь же от скалы до скалы осталось не более 3 чжанов, строение под давлением сжалось, но, поскольку для постройки храма использовались каменные балки и другие крепкие материалы, он заблокировал движение сближающихся стен ущелья. Вот только долго они не продержатся. Пэймин воскликнул: «Нам не пройти ни вперед, ни назад, пробьем крышу и поднимемся наверх. Черт с ним, с камнепадом, разобьем булыжники, и дело с концом». Селянь возразил: «Не выйдет. Сейчас нас спасает храм, а если поднимемся, горные чудища могут схлопнуться сверху или натворить что-то подобное, так они просто раздавят нас в лепешку». Тем временем стены с громким треском надвигались быстрее, и теперь свободного пространства осталось менее 2 чжанов. Линвэнь, до сих пор будучи не в силах пошевелиться, не выдержала: «Господа, нельзя ли поскорее принять меры? Если нельзя, может быть, отпустите меня, и тогда я приму эти меры». «Спасибо, но я не хочу, чтобы меня здесь раздавило». Да разве так просто выдумать нужное решение, когда огонь уже подбирается к заду? Свободного пространства осталось в человеческий рост, и тут Пэймин с громким криком подлетел в воздух и уперся 2 руками в одну стену ущелья, а ногами — в другую, превратившись тем самым в кость, которая застряла между 2 скал. Если и суждено быть раздавленным, я, черт подери, не желаю, чтобы меня раздавили эти чудища. Я задержу их, а вы поторопитесь с решением». Всех потряс его поступок, а Линвэнь даже, с трудом подняв большой палец, похвалила: «Старина Пэй, настоящий мужчина». Пэймин сквозь зубы бросил: «Не благодарите, нет нужды напоминать, какой силой обладают боги войны». Скалы продолжали сближаться, однако стоило Пэймину встать между ними жестким блоком, и движение остановилось. Но то был результат применения всей взрывной мощи магических сил Пэймина, долго ему так не продержаться.
И покуда Селянь стремительно размышлял над путями спасения, горные чудища начали брать верх, колени Пэймина чуть подогнулись. Видя, что дела плохи, Пэйсу крикнул: «Генерал, я вам помогу». Он перебросил Линвэнь со своего плеча в руки Бань Юэ и присоединился к ряду живых костей, застрявших меж скал. Только вот он был лишь простым смертным, а откуда взяться божественной силе? Божество парчевых одежд мог бы оказать помощь, но отпускать его было слишком опасно, только подливать масло в огонь, все равно, что попасть в волчье логово и там наступить на ядовитую змею. Поэтому Бань Юэ бросила Линвэнь и воскликнула: «Я тоже, будучи девушкой». Она не могла сравняться с двумя взрослыми мужчинами по росту, встать меж стен у нее не получилось. Пришлось забраться Пэйсу на спину и передавать ему магические силы, только так Пэйсу вместе с Пэймином смогли медленно выпрямить колени. Напряжение обоих достигло предела, лица сделались пунцовыми, надулись синие вены. А тем временем Хуачен, который по уровню магических сил превосходил всех присутствующих, стоял в стороне и крутил в руках красный зонт, совершенно не проявляя активности. Неожиданно Селянь ударил кулаком по ладони. Есть идея. Раз мы не сможем пройти ни вперед, ни назад, ни наверх, идемте вниз. Выроем подземный проход. Линвэнь тут же подхватила: отличная идея. Прошу вас приступить к ее осуществлению прямо сейчас. Пэймин сквозь зубы выдавил: так не затруднит ли вас? Побыстрее. Селянь: хорошо. Он уже принялся в бешеном ритме вонзать фансинь в землю, так что в стороны разлетались камни и глина. Хуачен стоял рядом, накрыв принца зонтом, при этом не только не принялся за работу, а еще и стал увещевать: «ГГ, не нужно, присядь, отдохни». Остальные не выдержали. Градоначальник Хуа: «Зачем вы меня зовете?» Линвэнь, лежа на земле, обратилась к нему: «Градоначальник Хуа, вы с его высочеством тоже находитесь здесь, и если у вас есть план, не могли бы вы им поделиться? Все-таки никто из нас не хочет становиться начинкой в каменном пироге». Еще одну фразу она не осмелилась произнести, но это крутилось у всех на языке. «А если плана у вас нет, не затруднит ли вас тоже стать живой костью?» Селянь, даже охваченный волнением, инстинктивно доверял Хуачену. Не переставая копать, он спросил: «Сань Лан, ты что-то придумал?» Хуачен улыбнулся: «ГГ, просто подожди. Тебе не нужно ничего делать. Скоро все будет в порядке». Языки пламени обжигали зад, и пускай все поняли, что Хуачен знает путь к спасению, все же трудно было удержаться от чувства, что сидишь на раскаленной сковородке. Линвэнь хотела было снова пуститься в разговоры, но Селянь вдруг вопросил, что это за звук. Среди грохота камнепада послышался странный шум, который быстро приближался. Ширх-ширх. Ширх-ширх-ширх. Быстрее и быстрее, ближе и ближе. Звук казался Селяню знакомым, будто он где-то его уже слышал. Принц перестал как сумасшедший копать и проговорил: неужели это?» Не успел он закончить фразу, как под ногами вдруг образовался черный провал, способный вместить 2 человек. А из провала сверкнуло белоснежным блеском полотно лопаты, артефакт повелителя земли. Лопата лишь мелькнула и сразу спряталась в проходе. Хуачен произнес, припозднился немного, но все же успел. «Идем». Селянь без лишних слов сперва бросил в яму Линвэнь, затем настал черед Бань Юэ, Пэйсу и Пэймина. Когда застрявшие меж скал кости исчезли, чудища резко рванули навстречу друг другу. Посреди гулкого грохота Хуачен перехватил Селяня поперек талии, выкрикнул: «Скорее, идем!» и в обнимку с принцем спрыгнул в подземный ход. Селянь только и ощутил, как все вокруг погрузилось во тьму, а затем наверху раздался оглушительный удар. 2 огромные скалы окончательно захлопнули ущелье, остаться они сейчас наверху, наверняка расплющились бы в лепешку. Когда испуг слегка улегся, во тьме зажглись несколько маленьких сгустков пламени. Селянь оглядел подземный ход, в котором они очутились, не широкий, но и не узкий, совершенно ровный, явно вырытый магической лопатой повелителя земли. Первые упавшие в черную дыру лежали на земле, тяжело дыша.
Хуачен отпустил принца, Селянь также убрал руку, который в секунду прыжка невольно схватился за его плечо. Затем посмотрел на человека в черном, который держал в руках лопату. Он тоже тяжело дышал и, воткнув лопату в землю, только успевал стирать пот со лба. Селянь подошел ближе и окинул его внимательным взглядом. Незнакомец выглядел опрятным и добрым молодым человеком, довольно приятной наружности, которой можно было бы дать по крайней мере 7 баллов из 10, вот только без всякой индивидуальности. Должно быть, он из тех, кто оставляет другим крайне слабое ощущение своего присутствия. Когда Селянь к нему подошел, незнакомец опустил голову. «Ваше высо», но принц, не давая договорить, схватил его за руку, надавив на пульс, и спросил, где повелитель ветров. Человек в черном застыл. Это уж мне неизвестно». Селянь выдохнул и серьезным тоном продолжил. «Ваше превосходительство, Черновод, к чему этот спектакль? Ваша месть — это дело ваше, но ведь повелитель ветров был с вами в дружеских отношениях и к тому же не совершал никаких бесчестных поступков, надеюсь». Линвэнь перебила его. «Черновод. Ваше высочество, с чего решили, что он черновод? Выглядит ведь иначе». Селянь обернулся и с удивлением сказал, «потому что у него лопата повелителя земли». К тому же, неужели господа не слышали об изменении внешности? Лицо столь неприметное и простое, что ему не составит труда затеряться в людской толпе. Наверняка фальшивая личина, ранее о перемене облика уже говорилось, и лицо этого молодого человека идеально подходило под главное требование фальшивой личины — обыкновенность. Даже если таращиться на него 2 часа кряду, а потом лечь спать, то наутро забудешь почастую, как он выглядит. Разве могут быть сомнения, что это лицо — фальшивка? Однако после недолгого молчания незнакомец ответил: «Простите, ваше высочество, но я именно так и выгляжу». Хуачен тоже подошел к ним и, тихо кашлянув, сказал: «ГГ, это, правда, не черновод. И это действительно его настоящее лицо». Так значит, это настоящее лицо человека, от природы походящего на простого прохожего. Селянь закрыл лоб ладонью. Спустя мгновение сложил ладони вместе и чуть склонился, извиняясь: «Прошу прощения». Нисколько не сомневаясь в своей правоте, принц, глядя в глаза собеседнику, прямо назвал его неприметным, а также сказал, что ему не составит труда затеряться в толпе. Но что поделать, ведь его облик в самом деле являлся образцом фальшивой личины. Незнакомец, чувствуя себя крайне неловко, помахал рукой. «Ничего, ничего, я уже привык». Линвэнь же сказала, обращаясь к нему: «Ваше высочество Иньюй, мы очень благодарны вам за помощь.